Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Марина. Я вас приветствую из главного ботанического сада города Москвы. Сегодня 5 января 2023 года. Мы пришли сюда покататься на лыжах. Спасибо, говорю я саду, как драгоценную награду я принимаю день любой. В заснеженном очарование, на лыжах с горочки катанье. Бываю счастлива зимой. Здорово прокатиться. Когда я встаю на лыжи, я забываю, сколько мне лет. 20, 50 или уже 57. А какая разница? Да хоть 90. Лыжи могут принести только пользу. Конечно, с горками надо быть осторожней. Это я привыкла с детства к горкам. Хотя видно, что я не профессионал, и тоже можно заметить, что осторожничаю, когда качусь вниз. А для начинающих лучше вставать на лыжи на ровной местности и не спеша передвигаться, и так постепенно, тренируясь, увеличивать темп. К сожалению, в нашей семье, кроме меня, особого восторга к лыжам никто не проявляет. Хотя мой младший сын Рома каждый раз соглашается со мной пойти за компанию на лыжах, не отказывается. Но инициатива всегда с моей стороны. Старший мой сын по обыкновению нас снимает, вот как и сейчас. А мой муж Паул сейчас дома, записывает очередную песню, хотя он тоже обещал мне составить компанию, если мы подберем ему подходящие лыжи и ботинки. Все полянки и дорожки перечерчены лыжней. Покатались мы немножко, не спешим пока домой. В облачках, в тумане нежном проблеснет голубизна. По морозцу в поле снежном накатаемся сполна. Ветер придает нам силы, и мороз нам нипочем. Здесь дубрава, там осинник, вмиг его пересечем.
Ботанический наш сад зимней сказкою объят. Кружева деревьев сонных, небо золотистый свет, электричек отдаленных гулки слышится привет. Прекрасен сад в любое время года, весною пробуждается природа, и все в цвету, и пенье птиц волшебном, и в запахе душистых трав целебном. Незабываемое чудо летних дней, зеленых рощиц и густых аллей, ухоженных тропинок и кустов хранить в душе любой из нас готов. И каждый процветанье саду прочит. Здесь труд ученых, дворников, рабочих. Всем пожелаем счастья и добра. Когда настанет осени пора, во всем в природе есть закономерность. Увидеть воздуха хрустального безмерность на фоне золотой листвы с утра, где небо синего струится благодать, хочу себе я скромно пожелать. Еще увидеть много-много зим, где каждый житель будет невредим, от холода и голода храним. У всех пусть будет дом, очаг, любви и нежности сияние в очах, добра и мира, счастья и тепла, пусть светлая приблизится пора. Всем людям на земле добра и света, счастливых осени, зимы, весны и лета. Лыжник, лыжница даже. Ну вот. Можешь мне помочь? Ой, а здесь действительно опасное такое место. Не надо, давай. На скорости не надо. Поэтому я специально заводила. Ну ты вот так потихонечку не разгоняй. Я потихонечку не хочу. Да, на горку оно само И катит. уже, главное, не вижу, куда поворачивать. Вижу только лес впереди. Думаю, все, падаю.
поэтому все нормально. Все нормально. Ну, на склоне надо стараться, конечно, притормаживать по возможности. Ну что, куда направимся? Главного ботанического сада. Она пересекает весь ботанический сад до главного входа. Да, вот от этой беседки, и вот если туда идти, там к главному входу. Пешком примерно 25 минут. Это быстрым шагом. Я не засекал ни разу. Я засекала, и вот это вот, главное. Ну что, может, скажем, то что вот там? там, туда дальше, там ВДНХ, ну, как ВГЦ сейчас называется, да? А вот если туда пройти, там выход, и потом там нужно перейти, еще идти в метро «Ботанический сад». И некоторые думают, погулять в ботанические сады и живут в москвичи. Выезжают до метро «Ботанический сад». Это ошибка, вот если кто слушает, потому что от самого метро, вот, если вы выйдете из метро «Ботанический сад», а вот до самого ботанического сада это еще идти. И кто не знает дорогу, это можно заблудиться. Поэтому лучше доехать до метро Владыкино. А метро Владыкино находится вон Да. Вон Вот там. если идти минут 25 пешком отсюда. Но там, если метро Владыкино вы едете, сейчас я скажу, если из центра, то нужно последний вагон. Метро Владыкино. Выход из последнего вагона, да? Сейчас я тебе скажу. Да, получается. И тогда вы, если из последнего вагона выйдете, Да, ну, кажется так, если я ничего не помню. сразу войдете, сразу попадете в ботанический сад. Если я не путаю, по-моему, до последнего вагона. Я вообще пешком хожу, так что я уже забыл. Мы из Отрадного иногда ходим. Вот. И, ну что ж тогда рассказать раз. Вот там японский сад. Вот если вот что, сориентироваться от метро Владыкино, вот если вы оттуда идете, покажи, Дима, вот оттуда вы вышли, вот идете по центральной аллее, доходите вот до этой беседки зеленой, и потом вот вниз под горочку спускаетесь, обходите пруд, сейчас зимой замерз, так пруд, и вот выходите к японскому саду, который летом работает. Ну, весной открывается, там сакура цветут, очень красиво. Дремлют сосны и березы. В наступившие морозы белки прячутся в дупле и мечтают о тепле. Липы, клены и рябины все в снегу стоят уныло. Эти зимние картины все равно для сердца милы. Тихо здесь, немноголюдно. Что ж мы по домам сидим? Птицам и зверюшкам трудно. Приносите корма им. Ветер снежной пылью веет, постепенно вечереет. Мы по саду разбрелись, но пока не добрались до сосны, где кормят птиц, галок, воробьев, синиц. А потом
увидим птичку, ни ворону, ни синичку, очень интересную, да не всем известную. Мы узнали, что она называется желна. Чтоб услышать голос птицы, оставайтесь на странице. Да вот, я вижу одну синицу на кустах. Два вида семечек. Крупные и помельче. Как мелкие. Мы их, наверное, купаем. Ты лучше вот в кормушку-то положил. Хорошо, хорошо. Вот они уже ждут, когда мы уйдем. Ну все. Вот только что зачирикала какая-то непонятная птица. А. Кто это такая? Что за птица такая, вот интересная? Это дятел, что ли? Ну, чем-то похож. Ладно, пойду. Нет, это какая-то другая птица. Это не сова, а по звуку. Нет, совершенно не сова. Отдаленно напоминает дятла. Вот, вот она. Ух ты. Ягоды какие-то там клюет. Это я здесь видел сов. Вот, ну вот такую птицу я не знаю, что это за птица. Вот. Не знаю, вот. О, вот как дятел садится. Вот интересно, это дятел? Это дятел. Дятел, да? Сейчас самый крупный дятел в России — желна, черный дятел.
Черный дятел называется, да? Желна. Желна. Вот будем знать. Желна. Самый крупный дятел России. Что это? Желна, сказали. Самый крупный дятел. Желна? Да, самый крупный дятел России. Вот только что девушка сказала. В России самый крупный? Ну да, в России. А у него разве голова красная была? Да, вот, ну я видел гребешок. Голова, но если самец крупнее будет чепчик, если самчик, по-моему, это маленький. Маленький гребешок. Маленький черный пятнышко, красное пятнышко, это самчик. Такой, если большой красный, то самец, если маленький, то самец. Я даже не знал, что дятлы поют. Я ни разу не слышал. Они как, в основном, если это не желна, а пестрые, то они издают звук, как игрушка плюшевая. Собака. А, знаю, я представляю примерно такой. Вот. Я узнал, что, оказывается, у нас в России есть такие птицы желна, самый крупный дятел в России. Черный дятел сейчас сказали. Ну, вот девушка сказала, значит, это, ну, она, видимо, разбирается в птицах. Я вот в этом лесу ни разу не слышал таких. Нет, сова таких звук не издает ни разу. Я хоть их редко за всю свою жизнь видел, можно сказать, наверное, один раз только в лесу, но я знаю, как они себя ведут, в принципе. Хорошо, значит, это черный дятел. Да, насколько объяснила девушка, это самка. Как жалобно. Да нет, не знаю, она клевала там какие-то ягоды. Ягоды, да, видела, рябину клевала. Ладно, поедем домой. Вот так чудесно мы провели этот день. Спасибо, что оставались с нами. Пока-пока.